Мало-помалу мы подобрались к современным играм из серии Железного Кулака. Кто бы мог подумать, это уже 6-я часть. Насколько далеко зашли планы Мишима, кто руководит корпорацией G и что за демоны пришли по нашу душу, узнаем прямо сейчас. Третий PlayStation люто ждал возвращения одного из своих систем-селлеров. Gran Turismo вышла несколько позже, чем ожидалось. Погодите, а Tekken где? Как где? Японцы его гоняли все это время по аркадкам, тестируя, добавляя новые фичи и идеи, многие из которых так и получили реализацию в том или ином виде. Проходя по накатанной дорожке, Namco выпустил дополнение для 6-й части под названием Bloodline Rebellion. Стоп, то есть это как Dark Resurrection? И да, и нет. 6-й кулак не выходил на консолях в своем изначальном виде. Тот самый апдейт последней версии является завершенной 6-кой. Подобными маневрами сейчас занимается Харада с 7-й игрой, что мы все прекрасно видим. Большой вой поднялся из-за другого, а именно того, что Tekken выходил на вражеской консоли. Дабы увеличить число игроков, было принято решение выпустить Tekken 6 как на PlayStation 3, так и на Xbox 360. Да, кто вообще там в файтинге играет? Я, конечно, пропустил этот момент, но уверен, что заклятые фанаты Sony сходили с ума от этого долго и по очереди. Однако сейчас это уже дела давно минувших дней. Файтинги в этом плане стали пластичнее и гибче, и чтобы хоть как-то удержаться на плаву в индустрии, они уходят на всем подряд. Чем больше прикоснется, тем меньше отвернется. Чем больше нас, тем мы сильнее. Чем мы сильнее, тем мы... О чем ты? Армия? У Мишимы Зайбацу уже целая армия. После 5-го турнира Железного Кулака Джин Казама возглавляет Зайбацу. Собирает десятки батальонов в свое войско Tekken Force и объявляет войну всему миру. Нахрена? Между тем, Казуя возвращается в G Corporation, убивает всех, кого не успел убить, и становится лидером данной шарашки. Таким образом, на горизонте возникают две существенные угрозы для мирового спокойствия. И, как это было не банально, они оба электрики. Шло время, число несогласных с политикой Джина росло, да так, что львиная доля Tekken Force перешла в восстание против всей Мишимы Зайбацу. Во главе стоит командир отряда Альфы, Ларс Александерсон. Почему именно он? Ларса легко вычислить среди обычных солдат, он не носит шлем, как все, он не использует огнестрел в бою, как все, он носит идиотский плащ, не как все. Определенно, это именно он. Отсюда берет начало сюжетной кампании 6-го кулака, и как всегда оно выполнено в виде Tekken Force. Да, а что вы еще ожидали? На протяжении десятков уровней мы будем сражаться с кучей неизвестных неписей, бойцов армии Джина и персонажей вселенной Кулака. Сам сюжет повествует о приключениях Ларса и Алисы. Где-то и как-то мы пересекаемся со всеми участниками турнира, и это отличный шанс узнать, кто с кем и как взаимодействует, но не рассчитывайте особо. Всего пара строчек диалогов и дальше избивать толпы одинаковых противников. Самой примечательной вещью здесь является вступительный ролик, который кратко описывает события всех частей серии, начиная с 1 и до конца 5. Если вы не знакомы с телодвижениями в серии, то данное видео вам ничего особенного и не расскажет. Однако все, кто смотрит передачу Tekken Time, сразу поймут, о чем идет речь. Итак, Ларс со своим отрядом врывается в какой-то секретный центр Зайбацу. Там он находит какую-то девочку в идиотском наряде. Как нетрудно догадаться, Алису Басконович, робота, которого создал доктор с той же фамилией. Странно, что они решили добавить фамилию создателя в имя персонажа. Что дальше? Роджер Басконович, а? Как бы то ни было, Ларс получает по голове, а весь его отряд убивают. Смешная челка зарабатывает амнезию и ничего не помнит. Сюжет очень оригинален. Далее он пробуждает Алису, и та использует интерфейс глупой девочки, помогая Ларсу в поисках Джина. Просто потому что. Между тем, сам Джин хочет пробудить источник великой силы, великой из большой буквы. Начиная отсюда идет полная мешанина сюжетных линий и отношений новых персонажей с плохо забытыми старыми.
Повторяется история третьей части с появлением большого горгонского дерьмодемона. В этот раз египетский бог Азазель. Фактически он вообще никто, но пусть будет пока так. Джин хочет победить этого здорового дурака, чтобы освободиться от влияния гена демона. Где-то в середине сюжетной кампании Джин переключает Алису в злой режим, Ларс сбивает Алису, та улетает. Блейд кооперируется с Ларсом, и те гонят в Египет на джипе. География в игре дегенеративный бред. В храме они встречают Казую, Ларс бьет Казую, и Казуя уходит домой. Два товарища добираются до великого дерьмодемона и побеждают его. Вроде как. Далее объявляется Джин. Ларс снова бьет Алису, потом бьет Джина, потом Джин бьет внезапно Азазелю, и последние улетают в пропасть где-то под храмом. А потом все взрывается. Конец. Позже где-то в пустыне Блейд находит тело Джина, и тот вроде как жив. Так кто в турнире победил? Казуя, конечно. Будучи очередной номерной частью, в игру пришли новые персонажи. Шестой кулак был первой для меня игрой спустя многие годы, ибо после второй части я в Tekken толком-то не играл. Поэтому все, кто пришел за трон заебаться, начиная с третьего турнира, для меня были новыми лицами. И в большинстве своем не особо интересными, по правде. Но кто же пришел в этот раз? Встречайте! Алиса Басконович, робот, созданный безумным советским ученым. Ларс Александерсон, командир отряда Taken Force и внезапно сын Хача. Роберт Ричардс, или просто Боб, жиреющий американский каратист. Лео Клизин, или Кляйсен, дочка начальника G Corporation, родом из Дочленда. Зафина, арабский астролог. Мигель Кабалера Роха, испанское быдло. 6 персонажей шестой части, неплохо, но это еще не все. В игру также было добавлено 2 главаря, а именно Нэнси Ми 847G, здоровый робот, созданный инженерами Нишем, дабы соревноваться против роботов Жеки 6. И Азазель, фиолетовый египетский демон несусветной величины и по совместительству падший ангел. Помимо кучи бестолковых новых бойцов, в игру также добавили новые механики и фишечки, которых до этого не было. Некоторые локации стали сквозными, то есть теперь можно было ломать стены и потолки. При этом противник будет получать урон от падения, а у нас будет возможность продолжить комбо. Как? При помощи баундов. Теперь, после определенных ударов, оппонент не будет прибит к земле, как обычно. Вместо этого он летит дальше с согнутыми ногами. Это сигнал, что можно сделать еще какой-нибудь удар, или линейку ударов. Сейчас на этой системе связок построена вся механика джаглов в игре, по крайней мере так было до 7 части, где Намко придумала кое-что иное. Еще в игру вернули Нецу Пауэр, она же ярость. Когда у персонажа мало здоровья, хелсбар начинает гореть огнем в режиме ярости, отчего сила ударов немного увеличивается. В особых ситуациях это отличный шанс наверстать отставание, а иногда так и вообще в корне изменить ход битвы. Со всеми этими нововведениями японцы как бы разделили фанатов железного кулака. Одни посчитали это дешевым и нечестным, другие не обращали внимания и работали с чем есть. Как ни крути, а все последующие игры в серии перенимали данные особенности, что говорит о многом. Ко всеобщему удивлению, игровых режимов здесь не так много. Как немного, все, что можно было ожидать от новой игры, присутствует. Меню условно распилено на 3 части: сюжетка, онлайн и оффлайн игра. Обычный режим истории запихан внутрь сюжета про Ларса и Алису. По ходу прохождения мы будем открывать новых бойцов, за которых можно будет поиграть на арене в центре карты. Да, довольно тупо. Причем здесь всего 4 боя и никаких интересных моментов по ходу. Шаг назад по сравнению с тем же самым в 5 части. Вместо Tekken Dodge у нас бои с призраками, а в остальном все то же самое. Не то чтобы это было плохо, просто скудно все выглядит. Компенсация пришла на сюжетный режим и возможности кастомизации наших бойцов. Экспериментируя с историей Tekken, Намко нехило так поднапряглась. Это уже не шутки, это третий PlayStation, а значит мощь и сила. Больше катсцен, улучшенная графика, нереально крутые CGI заставки и море малюсеньких обновлений. Однако вышло не очень.
Новизна режима Tekken Force приходит с возможностью поиграть в кооперативе, собирая козырный шмот и проходя сложные места вместе с людьми через интернет. Увы, но зарубиться вдвоем в это дело за одной приставкой нам не дадут. Из особых недочетов хочется отметить тупой интеллект Алисы, которая вечно мешает и лезет куда не нужно. Непростительно и бессмысленно долгие кат-сцены между боями. А еще здесятская камера, которая летает быстрее идиотских лазеров. Кастомизация персонажей теперь имела особый повод, ибо из полученных во время приключений шмоток можно было собрать неплохой костюмчик для наших бойцов, который давал бонус на атаки, прибавки к здоровью и всему такому прочему. На сегодняшний день шестая часть имеет самую глубокую кастомизацию персонажей в серии. Для многих это фан-сервис и повод продолжать копить деньги на новую приблуду. Однако подавляющее большинство игроков так и будет играть в дефолтных кимоно. Все персонажи с новыми прикидами выглядят как герои JoJo Bizarre Adventure, но в этом весь Tekken. Хорошо это или плохо? Да ни то ни другое, оно просто есть, было и будет. Железный кулак на новом железе выглядит достойно, пускай местами угловато для третьей-то Соньки. Помню, как первый раз поиграл, сразу возникли мысли, все персонажи разжирели, и Боб тут совсем ни при чем. Как бы и так видно, что с каждой частью бойцы становились более вкачаннее и вкачаннее, но суть в том, что я после второй игры Tekken в глаза не видел. Соответственно, когда я сел за шестую часть, худой козой из воспоминаний превратился в начинающего жреть сумоиста. Я понимаю, что все это мускул, но когда ты ощущаешь такую разницу, становится смешно и больно. Эту особенность можно заметить и по другим играм, которые приходили на новые консоли. Забавно это все. Из других спорных вещей можно выделить время загрузки в игре. Многие игроки замечали, что шестерка грузится крайне долго. Понятно, что новая приставка и новые технологии, но у Namco никогда не было проблем с оптимизацией игр. Вспомните хотя бы все предыдущие Tekken. Чисто ради интереса запустим все 6 игр одновременно и посмотрим, действительно ли последняя игра такая медленная. Да. Музыка, на удивление, обычная. Чего-то конкретного и своеобразного нет. Все такое банальное и невыразительное, я даже не знаю. Композиторы расслабились или идеи кончились? Конечно, пара треков западает в голову, но в целом тупо и ни о чем. Азазель и робот Нэнси у нас неиграбельные персонажи, как это было с дедушкой в пятой игре. Однако Нэнсю все-таки можно будет попробовать в одной из миссий сюжетного режима. Изначально в игру хотели добавить эксклюзивных персонажей для каждой консоли, вспоминая 4-й Soul Calibur. Однако планы накрылись и создатели решили оставить все как есть. Каких-либо скрытых персонажей нет, при выполнении заданий в сюжетном режиме будут давать шмотки для PlayStation Home. Беда в том, что Home закрыли и сейчас это уже часть истории. Кстати говоря, о PSP-версии. Основным отличием является отсутствие сюжетного режима с Ларсом и Алисой. Не то чтобы он был сильно нужен, но в этом вся разница. В остальном все то же самое, с поправкой на урезанность графики, музыки, менюшек и всяких мелких фич. Даже при учете всех спорных моментов, шестая часть является достойной игрой в серии, определенных уже пятой, но в разы лучше четвертой. Прыжки по разным приставкам до добра не доведут, и Namco это прекрасно понимала. Хотя это не помешало Tekken'у хорошо продастся на Xbox, кто бы мог подумать. Выпускать несколько игр в серии для одной системы было для японцев обычным делом. К чему это приведет и с кем нам придется объединиться, узнаем в 10-м выпуске Tekken Time. А на сегодня все. Это была передача Tekken Time, целью которой стоит развить и привлечь больше игроков в русскоязычное сообщество Tekken. А пока, до новых встреч!